Rust trick number 11. Crazy tip with Yoka. Сегодня расскажу, как научиться стрелять, чтобы не было такого. Привет, я Семен, и уже несколько недель подряд я пишу разработчикам игры, провожу всевозможные тесты, перебираю кучу контента на разных языках, и кажется, я зашел в тупик. Никто не согласен с моим мнением. Ютуберы утверждают, что баг работает, игроки разрывают мои комментарии рассказами о том, как этот баг изменил их игровой процесс, и даже агент технической поддержки Раста пишет то, что я не прав. Либо я сошел с ума, либо сейчас я расскажу вам про самый массовый эффект плацебо в истории видеоигр. Представьте себе ситуацию. Вы простой игрок. На календаре условно 2020 год. Вы проводите много времени, повышая свои игровые навыки. Тренируете стрельбу, спасаете свой дом от нападок соседей и время от времени смотрите всякие гайды по этой игре. Они упрощают ваш игровой процесс. Вы узнаете много всего нового. Фишки, баги, советы и все в этом духе. И вот, в одном из таких видео вам рассказывают, как правильно стрелять с оружия под названием Йока. Или, другими словами, самодельный пистолет. Дело в том, что по механике игры он, конечно, может стрельнуть с первого или второго раза, но бывает и такое, что для совершения выстрела потребуется целых 9 ударов кремнем о корпус. Это, конечно, очень маловероятно, и в таком раскладе вы потеряете кучу времени и, возможно, упустите свой единственный шанс победить противника. Так вот, в этом видео вам говорят, что если нажимать на клавишу перезарядки в определенный момент, то Йока всегда будет срабатывать с первого раза. Да и видео такое на самом деле не одно. Авторы вроде не глупые, они же наверняка проверяли этот баг. Да и вроде все им уже пользуются. Конечно, срабатывает он как-то через раз, но, как утверждают авторы таких видео, через время вы научитесь правильно подбирать момент, когда нажимать заветную кнопку перезарядки. И оружие будет срабатывать всегда с первого раза. Нужно просто немного потренироваться. Прошло пару лет. Много чего успело измениться, множество новых игровых механик, красивая графика и все такое. А также за это время вы увидели еще десяток таких видео про Йоку. You can make your Yoka go off instantly. Для этого необходимо в момент первого чирка нажать кнопку перезарядки. Ama eliniz bir kere alıştıktan sonra EOK'yu her seferinde patlatabilirsiniz. Donc dès que l'animation du caillou touche Léoka, j'appuie sur R. Let's go! В комментариях под ними вы обычно пишете что-то из разряда «Да, в этой фишке уже все знают. Я уже 5 лет ей пользуюсь». И обычно ваш комментарий набирает много лайков. Оно и понятно, вы такой не один, про этот баг знает огромное количество игроков. А для вас все эти видео работают как напоминание, чтобы вы не забывали, как правильно стрелять с Йоки. Конечно, стрелять с первого раза вы так и не научились, но вроде стало лучше получаться. Обдумывая свое недавнее выживание, вы припоминаете момент, как Йока стреляла почти всегда с первого раза. Найс, я его убил! Сюда! И все в этой истории идет хорошо ровно до того момента, пока вы не натыкаетесь на мое недавнее короткое видео. В нем я утверждаю, что никакого бага на самом деле не было. Вы на протяжении нескольких лет обманывали сами себя и просто верили в то, что влияете на шанс выстрела. Но на самом деле от вашего нажатия на кнопку перезарядки абсолютно ничего не менялось. Вы, конечно, с этим абсолютно не согласны. Да, показаны какие-то тесты, сотня выстрелов, но вы-то видели кучу роликов, где утверждают то, что баг работает. Попутно еще воспоминания с прошлого выживания, где Йока стреляла почти всегда с первого раза. Тут уже и не так важно, что там говорит автор этого видео, он определенно не прав. Вы открываете комментарии, пишите пару слов. В тайминг не попал, руки кривые, лично у меня все работает. Через время под этим комментарием вас просят подкрепить свою позицию доказательствами. Например, снять видео. Вы, конечно, неохотно, но через денек-другой из любопытства заходите на тестовый сервер. Стреляете с Йоки и так, и эдак. Но полученные результаты вас определенно разочаровывают. Баг не работает. Примерно так выглядел путь некоторых людей, наткнувшихся недавно на мой YouTube Shorts. К этому шортсу и к этим людям мы еще вернемся, а сейчас перед вами временной луч всей этой истории. И, пожалуй, нужно рассказать, как она началась. Декабрь 2019 года. Начинает появляться информация о этом баге. Небольшие англоязычные видео на YouTube, треды на Reddit. Может, это было и не самым первым упоминанием, ведь даже под старыми видео на эту тему люди пишут, что они сами знали про этот баг. Но, тем не менее, развиваться вся эта история начинает примерно в это время. Буквально через месяц баг начинает набирать популярность и в русском сегменте интернета. В одном из своих видео эту фишку упоминает достаточно популярный ютубер Вудкок, и буквально за 1 месяц про этот баг узнает множество игроков. А так как повторить его может буквально каждый, то даже не обязательно смотреть видео. Информацию о нем разносят сами игроки. Реально, вот когда жмешь R прям вовремя, то остается впечатление, что вот оно прям среагировало на твой R, как будто оно выстрелило от него.
Следующие пару лет проходят достаточно тихо, но видео, связанные с этим багом, не обретают большой популярности. Можно сказать, что на этом этапе о нем знают исключительно игроки, интересующиеся фишками по игре. Но время идет, популярность короткого контента доходит и до Раста. ТикТоки, YouTube Shorts и все в этом духе. И вот информацию про этот баг начинают разносить буквально все подряд и на самых разных языках. Десятки тысяч лайков и полумиллионные просмотры на таких видео. Соответственно, людей, верящих в это, становится намного больше. Доходит все до того, что в баг верят буквально все. Профессиональные игроки с тысячами часов, проведенных в этой игре, и те, кто скачал ее лишь недавно. Достаточно лишь иметь доступ в интернет или тиммейтов, которые вам это расскажут. Думаю, теперь вы убедились, что людей, которые верят в этот баг, реально много. Но с чего я взял то, что он не работает? Ну, самое простое, что можно сделать в такой ситуации, чтобы его проверить, попробовать добиться этого моментального выстрела самому. И я попробовал. Потратив на эту затею кучу времени, я пробовал разные сервера, разные патроны, пробовал зажимать и просто кликать на клавишу перезарядки. Пробовал нажимать во все возможные тайминги в момент выстрела. Я попытался повторить буквально каждую описанную вариацию этого бага. Даже скачал автокликер. Если какой-то волшебный тайминг существует, то уж с помощью автоматического нажатия на клавишу R каждую долю секунды я должен был уловить этот тайминг. Но чуда не произошло. При любом раскладе шанс выстрела с первого раза колеблился около 40%. Может, я делаю что-то не так? Я позвал своего друга, чтобы он помог мне с тестами, и у него и правда получилось добиться другого результата, неравного моему. И на статистическую погрешность это не списать, слишком велика разница. Так что же получается, баг и вправду существует? Перед тем, как я расскажу вам об этом, у меня возникла еще достаточно простая идея – написать людям, которые создают видео про этот баг, и попросить, чтобы они сделали реальные тесты. В этот момент комичность этой истории начинает набирать обороты. Конечно, с момента появления некоторых видео прошло слишком много времени. Ну, тут, думаю, все понятно. Авторы не знают, работает ли этот баг сейчас, а вернуться назад во времени и провести тесты там они не могут. Но вот тем, кто выпускал свои видео недавно, пару вопросиков можно задать. Кто-то из тех, кому я писал, понимал, что подтвердить ничего не может или не хочет. Ну ладно, допустим, занятые люди. Но были и те, кто очень бы хотел доказать работоспособность бага. Но вот незадача. Его пофиксили сразу после выхода видео. А оно вышло месяц назад, к слову. Ну то есть, баг спокойно существовал на протяжении 5 лет. Разработчики игнорировали весь контент, связанный с ним, абсолютно ничего не предпринимали. Но стоило снять про него 10-й ТикТок на русском языке, разработчики-то наверняка именно этого момента и ждали. Бегут, сломя голову, исправлять баг, чтобы никто им не пользовался. Разумеется, не оставляя никакой информации об этом исправлении. И вот, к сожалению, подтвердить мы теперь ничего не можем. Так вот, почему у моего друга получилось значительно превзойти результаты моих тестов? Думаю, все дело именно в одном из недавних обновлений. Во время теста мы по-разному проверяли Йоку. Я зажимал левую кнопку мыши до конца, пока Йока не сработает. Если Йока срабатывала с первого раза, то я это фиксировал. А если не с первого, то, соответственно, фиксируется лишь попытка выстрела. А мой коллега решил сэкономить свое время. Он зажимал клавишу лишь до первого удара кремнем о Йоку. И в случае, если за первый удар выстрела не происходило, то фиксировалась лишь попытка, и он, не дожидаясь выстрела, который должен был произойти условно после третьего удара камнем о чирку, начинал заново. Мы считали, что на результаты тестов это повлиять никак не должно, но в итоге проценты получились разные. Ну и само собой, никакой связи с кнопкой перезарядки тут нет. Значения получились равными в обоих случаях. Через время я повторил тесты по его методике и получил такие же повышенные значения. Но стоит понимать, что на практике вам это никак не поможет, так как персонаж быстрее сделает второй удар камнем о Йоку, чем вы заново запустите анимацию выстрела. Но, тем не менее, теперь вы знаете реальный вариант повысить процент выстрелов Йоки с первого раза. Хочу задать вопрос. Вы знаете, что разделяет видео про Йоку, снятое в 2020 году, и, например, вот это видео? Ну ладно, вы не знаете, я ведь вам еще не рассказал. Разделяет их тотальное опровержение этого мифа, снятое в начале 2021 года. Англоязычный ютубер произвел 1500 выстрелов, сделал чистейший тест и прекрасно все объяснил и показал всем, что нет абсолютно никакой разницы, на какую кнопку вы жмете, пока стреляете со своей Йоки. Баг не работает, кнопка перезарядки и шанс вашего выстрела с первого раза никак не связаны. Видео набрало неплохие просмотры, и казалось бы, именно на этом моменте все должно было закончиться.
Но этого не произошло. Почему? Все очень просто. Люди не поверили. Не захотели принимать тот факт, что они обманывали сами себя. Пытались уцепиться за каждый кадр и написали уйму комментариев, что автор не прав. Конечно, небольшую часть людей своим видео он все-таки смог переубедить. Но, как вы понимаете, сильного влияния это не оказало. Череда видеороликов, где говорят, что все работает, продолжалась. Мало того, основную популярность этот баг приобретает в тот момент, когда уже доказано, что он не работает. Количество людей, которых вводят в заблуждение, продолжает расти. К счастью, этот англоязычный ютубер оказался не единственным человеком, сомневавшимся во всей этой истории. Через время вышло еще несколько видео с тестами от разных людей. Правда, остановить всю эту ситуацию никому из них так и не удалось. Опять же, возможно, я нашел не все видео с опровержением бага. Но суть примерно одна. Либо такие видео не получили должной огласки, либо им просто никто не поверил. Вам может показаться, что в процессе рассказа этой истории я выдаю желаемое за действительное. Почему во всех роликах с реальными тестами, которые я упоминаю, приходит к результату, что бага нет? Если огромное количество игроков верят в его существование, значит, должны быть видеоролики, подтверждающие это. Ну, звучит логично, но ни одного видео с адекватными тестами, где пришли бы к другому результату, я не нашел. Поэтому придется довольствоваться тем, что имеем. Если нет видео, доказывающего работоспособность бага, то что из себя представляют все эти ролики? Перед тем, как ответить на это, я должен вам поведать, почему люди вообще верят в этот баг. Раскрою его основу. У нас есть Йока, которая с условным шансом 40% производит выстрел с первого раза. И баг, для срабатывания которого нужно попасть в какой-то волшебный тайминг. И вот игрок зажимает кнопку выстрела, делает первый удар кремнем о корпус Йоки, и в момент их соприкосновения нажимает на перезарядку. Выстрела не произошло. Не вовремя кликнул на клавишу перезарядки, думает он про себя. Он делает еще одну попытку. Выстрел и вправду происходит, и тут полные штаны радости. Игрок начинает считать, что он поймал какой-то волшебный тайминг. Вовремя нажал на клавишу перезарядки, напрочь забывая о том, что Йока вполне вероятно стрельнула сама по себе, не из-за какой-то махинации. Добивающим фактором всего этого действия становится измененная анимация. Именно на нее ссылаются некоторые ютуберы, и для людей это как флаг, обозначающий, что вы нажали на перезарядку в нужный момент. То есть, если Йока после выстрела ведет себя иначе, чем обычно, значит тайминг удалось поймать. Поздравляю, баг сработал. Или нет? На деле, измененная анимация связана лишь с тем, что Йока достаточно быстро уходит на перезарядку, частично пропуская анимацию, которая обычно идет после выстрела. Игрок же именно на кнопку перезарядки и нажимал, ничего другого произойти-то и не могло. Звучит абсурдно, но люди поверили. Да ведь если Йока не стрельнет, она и на перезарядку не уйдет. Логично. И получается, что у бага есть две якобы взаимосвязанные части. Только чтобы проверить первую часть, изменяется ли вероятность выстрела, вам нужно сделать колоссальное количество попыток и потратить кучу времени. Но вот чтобы убедиться во второй, достаточно лишь один раз выстрелить с Йоки. Результат налицо, анимация изменилась. И у игрока возникает ощущение, что вроде как он проверил все сам, а не просто доверился какому-то ютуберу. Он видит, что баг сработал, поэтому и в спорах в комментариях он будет усердно утверждать, что все работает. Он же лично убедился в этом. Ну, в частности, он так думает. Во всех видео с этим багом показывают буквально одно и то же. Объясняют, как он работает, делают пару выстрелов и говорят, что если вы потренируетесь, сможете по 100 патронов подряд выстреливать с первого раза. Сами они почему-то делать этого не хотят. Ну, наверное, экономят хронометраж своего видео. А может, все же баг, про который они рассказывают, на самом деле не существует. Но они сами об этом не знают. Учитывая тесты, проведенные англоязычным ютубером в начале 2021 года, мы понимаем, что если баг и существовал, то максимум до момента съемки этого теста. А это, кстати, буквально 1 год, вместо 5 лет, в течение которых о нем ведутся дискуссии. Получается, что все видео, которые вышли после этой даты, можно считать заведомо ложными. А это буквально основная часть контента. И в этот момент лично у меня в голове наружу просится одна очень простая мысль. Если риторика и все показанное на снятых материалах до этой даты и после нее буквально идентично, то есть в непроверенном контенте и заведомо ложном контенте показывают одно и то же, и люди верят в обоих случаях, каков шанс, что баг вообще был? Помните, вначале я упоминал свое короткое видео, в котором утверждал, что баг не работает, но почти никто в это не поверил. Так вот, если проанализировать все комментарии под ним, то получается примерно следующие значения. Около 5% комментаторов нейтрально отнеслись к информации или поверили мне.
Около 70% утверждают, что баг работает и по сей день. Я уже сделал все возможное, чтобы доказать, что кнопка перезарядки и выстрел с Йоки никак не связаны. Поэтому считаю, что они не правы, а все истории, которые они пишут в попытках доказать свою правоту, тотальная и неосознанная ложь. 20% утверждают, что баг работал до недавнего времени и был исправлен буквально пару обновлений назад. Опираясь на тесты от других людей, эти высказывания я тоже считаю неверными. И лишь несколько человек пишут, что баг был исправлен достаточно давно или просто не ссылаются на какую-то конкретную дату. Именно у них есть шанс оказаться правыми в этой истории. Но насколько он велик? Допустим, баг на моментальный выстрел с Йоки и правда был, и перед видео с тестами 2021 года его пофиксили. Учитывая его популярность, об исправлении бага, должно быть, разработчики где-то сообщили. Но информации, как назло, нигде нет. Как-то все это странно, учитывая, что обычно разработчики очень любят хвастаться тем, какие ошибки они исправили в своих обновлениях. Ну, допустим. Я пытался выяснить немного информации у техподдержки Раста. За неделю переписок агент техподдержки вроде как уверенно сказал, что сейчас баг не работает. Они сами проводили тесты. Но раньше он действительно был. Но на мою просьбу обосновать свой ответ и сказать дату обновления, когда этот баг исправили, он начинает немного пятиться назад. И оказывается, что он и сам как-то в этом не уверен. Вроде у них в команде был запрос на исправление бага, но каких-то конкретных действий так и не последовало. Странно получается. Баг вроде не исправляли, но при этом сейчас он не работает. Хорошо, пойдем дальше. Может, об изменении решили особо не сообщать. Сделать вид, что бага не было, и тихо его исправить. У разработчиков есть некий сайт с коммитами. Там они описывают изменения в коде, которые произвели. Просим нейросеть, чтобы она отфильтровала все записи и нашла исправления, связанные с Йокой. И вот у нас есть список. Правда, про этот баг там опять ни слова. Не поймите меня неправильно, но совпадений слишком много. Отсутствие роликов, подтверждающих существование бага. Отсутствие информации о его исправлении и его неработоспособность во всех проведенных тестах за эти года. Миллион игроков поверило в баг, подтверждения которому просто нет. И люди поверили в этот баг настолько сильно, что буквально игнорировали его неработоспособность, начали сами его распространять, неосознанно врать друг другу, врать самим себе, буквально выдумывать факты, переходить на оскорбления с теми, кто пытается донести до них правду. Кажется, это конец. Спасибо за просмотр. У меня все.